Про этот город знают далеко не все, кто приезжает в Финляндию. И это странно, потому что перед нами не просто провинциальный городок, а место, где история буквально выстроена по геометрии. Всего в нескольких километрах от российской границы находится один из самых необычных городов Северной Европы – Хамина. Хамина – это настоящий город-крепость, спроектированный в виде звезды. 8 улиц расходятся от центральной площади, упираясь в старые оборонительные стены. И все это не реконструкция, а настоящий исторический город, в котором до сих пор живут люди. Здесь проходили встречи императоров, подписывались важнейшие договоры и решалась судьба самой Финляндии. Но при этом Хамина остается одним из самых недооцененных городов страны. Сегодня мы прогуляемся по ее улицам, посмотрим главные достопримечательности и разберемся, почему этот город стоит увидеть своими глазами. И в самом конце я покажу вам одно место, которое, возможно, является самым красивым во всем этом городе. В самом центре Хамины, прямо посреди главной площади, стоит здание городской ратуши, один из главных символов города. Она была построена в конце 18 столетия и на протяжении долгого времени оставалась центром всей городской жизни. В свое время здесь находились банк, торговые помещения, магазины, полиция и даже тюрьма. Но главное не только само здание. Именно от ратуши и от круглой площади, на которой эта ратуша расположена, Хамина раскрывается во все стороны. От площади, словно лучи, расходятся 8 улиц, формируя тот самый уникальный план города. Каждая из этих улочек ведет к крепостным стенам, которые до сих пор частично окружают исторический центр. Давайте подойдем ближе к самому сердцу оборонительной системы, к центральному бастиону. История этой крепости началась в XVIII веке, когда эти земли принадлежали Швеции. И именно шведы первыми начали строительство укреплений, земляных валов и оборонительных линий. Но вскоре история сделала резкий поворот. После русско-шведских войн город перешел к Российской империи, и уже русские инженеры и солдаты продолжили строительство, создав мощную крепость, элементы которой сохранились до наших дней. Но сегодня здесь уже не звучат выстрелы пушек. Центральный бастион превратился в площадку для концертов, фестивалей и крупных мероприятий. Когда-то крепость Хамина включала несколько бастионов, образующих сложную оборонительную систему. До наших дней сохранились не все из них, но те, что уцелели, до сих пор позволяют представить масштаб этого сооружения. Интересно, что бастионы получили название в честь финских городов – Лаппeenranta, Hämeenlinna, Турку, Хельсинки и другие. Но Хамина – это не только архитектура и необычная планировка. Это место, где принимались решения, повлиявшие на судьбу целой страны. В 1783 году здесь состоялась встреча российской императрицы Екатерины II и шведского короля Густава III. Спустя всего несколько десятилетий город снова оказался в центре больших событий. В 1809 году здесь был подписан мирный договор. Он завершил войну между Россией и Швецией и полностью изменил карту Северной Европы. Финляндия перешла под власть Российской империи и стала Великим Финляндским княжеством. И именно здесь, в Хамине, эта новая эпоха и была закреплена документально. Кстати, история Хамины начинается гораздо раньше, чем может показаться. Первые поселения здесь появились еще в XIV столетии. И только в 1653 году это место получило статус города. Тогда он назывался Векхолахти. Спустя несколько десятилетий город посетил шведский король Фредерик I. Именно он дал городу новое название, вставив в него свое имя – Фредериксхамн, что в переводе означает «гавань Фредрика». Это название город носил на протяжении долгого времени, и только позже закрепилось его финское имя Хамина, что означает «гавань» или «порт». История Хамины – это история разрушений и восстановлений. Во время Северной войны XVIII века город был практически полностью уничтожен, но его не просто восстановили, а построили заново, уже как мощную крепость с уникальной радиально-кольцевой планировкой, которую мы и видим сегодня. Рядом с Ратушной площадью, в самом центре города, находится одно из старейших зданий Хамины. Именно здесь проходили переговоры между Екатериной и королем Густавом III. Всего в нескольких шагах отсюда возвышается православная церковь святых Петра и Павла. Она была построена в XIX веке по проекту итальяно-французского архитектора Луи Висконти.
Позже к ней была пристроена колокольня в византийском стиле, что делает силуэт храма особенно узнаваемым. По другую сторону площади расположена еще одна важная доминанта города – лютеранская церковь святого Иоанна голубого цвета. Она была построена по проекту Карла Людвига Энгеля, архитектора, без которого невозможно представить себе Финляндию и Хельсинки. Но Хамина – это не только каменные здания. Рядом с церковью святого Иоанна находится бывший особняк купеческой семьи Аладдиных. Это один из лучших примеров деревянного зодчества в городе. Такие дома напоминают о том времени, когда Хамина была важным торговым центром и жила за счет купечества и морской торговли. Если продолжить говорить о самых старых зданиях Хамины, нельзя не упомянуть церковь Святой Марии. Ее современный облик появился в XIX веке, когда ее перестроил все тот же Карл Людвиг Энгель. Но само это место имеет гораздо более глубокую историю. Церковь здесь существовала еще с 15 столетия, именно поэтому это здание можно назвать старейшим местом во всем регионе. Со времен шведского периода в Хамине сохранилась так называемая флаговая башня. Когда-то здесь располагался штаб, наблюдательный пункт и место, откуда подавались сигналы. Флаг на башне сообщал о положении дел в крепости. Сегодня это один из символов города. Ну а сейчас мы отправимся к одному из самых интересных с исторической точки зрения зданий Хамины. В этих корпусах располагалась императорская кадетская школа, одно из важнейших военных учебных заведений своего времени. Именно здесь в XIX веке готовили будущих офицеров для российской армии. Позднее, уже в XX веке, здание стало школой офицеров резерва Финляндии. Есть одна история, которая делает это место особенно интересным. В свое время здесь учился человек, чье имя сегодня знает каждый уважающий себя финн – Карл Густав Маннергейм, будущий маршал Финляндии, главнокомандующий армией и президент страны. Но его история здесь началась совсем не так, как можно было бы ожидать. Во время учебы в кадетском корпусе Хамины Маннергейм был отчислен за нарушение дисциплины. Трудно представить, что человек, который позже станет ключевой фигурой в истории Финляндии, не смог закончить это учебное заведение. И, возможно, именно такие повороты сюжета делают историю еще более непредсказуемой. Через дорогу можно увидеть еще одно интересное сооружение – гарнизонный клуб. В XIX веке здесь располагалась служебная квартира начальника императорской кадетской школы. Неподалеку стоит страшный танк. Одним из самых трогательных объектов Хамины – памятник Варваре, женщине с булочками, ставшей настоящим символом доброты. Варвара Шантина была простой женщиной, которая торговала пирожками на улицах Хамины и стала по-настоящему близким человеком для курсантов офицерской школы. Она не только продавала свою выпечку ребятам учебного корпуса, но и словно мать заботилась о них, поддерживая в трудные времена службы. В благодарность за ее доброту курсанты собрали деньги, и в итоге появился этот замечательный памятник, который всегда вызывает улыбку у тех, кто проходит мимо. Если честно, мне уже не терпится показать вам самое красивое место в этом городе. Но в Хамине есть еще немало мест, которые точно стоит увидеть. Поэтому давайте немного наберемся терпения и окунемся в атмосферу старинного купеческого города. Именно таким городом Хамина была на протяжении долгого времени. Несмотря на мощные крепостные стены, город всегда жил не только военной, но и торговой жизнью. И эта атмосфера чувствуется здесь до сих пор. Улицы, дома – здесь все напоминает о том времени, когда в городе кипела купеческая жизнь. В одном из таких домов родился знаменитый финский художник Хуго Симберг. Из самых знаменитых его творений – это картина «Раненый ангел», хранящаяся в музее Атенеум в Хельсинки, и фрески в кафедральном соборе Тампере. Сегодня в этом доме находится церковная молодежная организация с очень забавным названием «У Христа за пазухой». А в другом деревянном здании неподалеку расположен купеческий музей. Многие здания в Хамине сохранили не только свой внешний облик, но и историю. Например, в доме врача Федерлея когда-то располагалась аптека.
Аптека находилась также и в доме Арвеломе. Такие детали делают город особенно живым. Ты словно идешь по улицам, где почти ничего не изменилось за последние 150 лет. И таких домов здесь десятки, и, возможно, именно в этом и есть главный секрет Хамины, в ее способности сохранять прошлое и при этом оставаться живым городом. Когда-то в Хамину проходила железная дорога, которая связывала город с другими регионами Финляндии, но в 1968 году здесь останавливался последний поезд. Сегодня в здании находится автовокзал. Именно сюда я приехал и отсюда чуть позже уеду. Неподалеку расположен старинный школьный корпус. Когда-то это была женская школа, а потом стала школой для всех. Сегодня здесь детский сад. На месте, где некогда располагался бастион Лапенранта, сейчас раскинулся летний парк, тихий оазис в центре города. Здесь можно встретить много интересных зданий, например, Дом трезвости, место, где когда-то пропагандировалась идея здорового образа жизни. Парковое здание, где когда-то размещался отель и клуб шведского общества, сегодня является музыкальной школой. И здесь же в парке стоит Жорнов, необычное историческое сооружение, связанное с одной из самых романтических легенд города. Считается, что шведский король Густав III здесь сватался к российской императрице Екатерине II. Хитрая императрица согласилась на это при одном условии. Король должен был поцеловать ее через небольшое отверстие в центре Жорнова. Недалеко можно увидеть красивый дом бургомистра, построенный в стиле неоклассицизма. Рядом с ним караульное помещение, возведенное еще при шведах в XVIII столетии. А за ним пороховой погреб, который использовался как склад боеприпасов во время войны. И вот я подошел к месту, которое желал увидеть в Хамине больше всего – к озеру и морской пристани. Находясь здесь, кажется, что время замедляется. Вода отражает небо, лодки покачиваются на волнах, а легкий ветер приносит запах свежести и леса. Это место словно заключительная нота всей нашей прогулки по городу Хамина. Место, которое остается в сердце навсегда. Наша прогулка по удивительной Хамине подходит к концу. Конечно, невозможно рассказать обо всех зданиях, площадях и историях города, но я надеюсь, что вы почувствовали атмосферу этого необычного финского городка, его прошлое и архитектуру. Если вам понравился этот фильм, обязательно смотрите другие мои путешествия на моем канале. Там еще много историй, красивых мест и секретов городов Финляндии и Европы. Спасибо вам за просмотр.